Всем привет! Вы на канале Костя и животные. С этого видео я начинаю цикл длинных видео для того, чтобы более подробно рассказать вам про жизнь уличных животных, где я бываю. Сейчас, например, я в Грузии, в Батуми, здесь довольно холодно, зима. И сегодня первый выпуск этого видео про кошку, кошка-сирена, так ее назвали мои подписчики. Сейчас расскажу вам, как мы к ней обычно приходим, подкармливаем ее, общаемся с ней. Если такой формат вам нравится, очень важно, чтобы вот в первые видео вы дали мне обратный отклик, написали, что вам интересен такой формат, интересны такие видео, поставьте лайк, напишите комментарий. Вот именно это будет означать то, что мне нужно продолжать дальше снимать видео. Так что я надеюсь, что вам понравится. Смотрите. Подходим к месту, где обитает сирена, кошка. Давайте ее позовем. Вот здесь она. У нее стоит всегда водичка. Спасибо волонтерам и всем, кому не безразлично, кто приходит сюда подкармливать ее. А вот ее балкончик, что ли, как назвать, крепости. Откуда она обычно выбегает. Давайте позовем ее. Сирена, выходи. Ее нет. А вот она. Привет. Привет, усатый. Ага. Ну давай, рассказывай, как твои дела. Да. Она вас всех приветствует. Вот такая толстенькая, смотрите, стала. А была она очень худая. Совсем тоненькая такая, ну что делать. После стерилизации разнесло. Хотя ее кормят, в основном кормим по-нормальному. Да. Сейчас мы тебя тоже что-нибудь покормим. Очень радует, что, смотрите, вот здесь обычно куча мусора у нее. И кто-то начал убираться. Это супер, потому что я здесь несколько раз убирался, но бесполезно. Накидывают снова. Так, мы тебе что принесли? Корм? Сухой корм, да. Как-то нет, а почему ты не ешь? Вот. На, иди сюда. Ну, давай кушай, ты что? Вот же, на. На. Но нет, вообще игнорируют, представляете? Ну, конечно, у нас есть палочки вот такие. Мы из Эмиратов привезли палочка Шеба. Это кремовое удовольствие. Она прекрасно понимает, что сейчас ее угостят. Какая она ласковая стала сразу же. Это вот такой крем. Кто не знает, палочка. Можно с руки прям кормить. Ну да, вот. Это она очень любит. Раньше не умела есть. Очень не умела. Так подходила, грызла. И очень долго ела. А теперь уже все. Теперь за минуту может съесть. А кто там следит за собой? Ага, глаза. Вы видите? Глаза торчат. Привет. Такой весь осторожный. Раньше сирена жила одна вот здесь. А потом у нее появились ребятки, детки. И их стало 4. Потом детей, котят ее забрали. И осталась одна. И сейчас еще две кошки подселились. Я не знаю, откуда они взялись. Но теперь они вместе живут. Вроде как они ссорятся. Где кошка? Вот она. Теперь мы кормим даже всех 3. А тем временем палочка закончилась. Тебе понравилось? Да, толстушка. У нас есть сухой корм и еще супчик. Вот такой. Он в пластиковой упаковке, но его нужно куда-то налить. А там я не вижу, чтобы у него была миска свободная. Поэтому в следующий раз нальем. Так вот, эта кошка сирена. А почему ее так назвали, знаете? Я провел опрос в моей группе. Как назвать эту кошку? Она очень крикливая была. Сейчас она поменьше кричит. А вот когда ее встречали, она прям как сирена начинала
прям голосить и секунд 30 могла кричать. Сейчас немножко поспокойнее, но вот поэтому так назвали ее, поэтому сирена. Пугливый котик. Он тоже еще молодой котенок, ему даже года нет. Молодой, да, и очень такой опасливый. Вы бы знали, сколько сирена нас не подпускала. Вообще несколько месяцев она вот подносили к ней руку, так вот, и она отпрыгивала, прям отпрыгивала от нас сразу туда, на свой подоконник. Очень опасливая была кошка, очень внимательная, на чеку. Ну и сейчас она такая же. Просто мы вызываем у нее доверие, похоже. Да. Оказалась очень ласковая, она очень любит, когда ее гладят. Смотрите, какая она прям кайфует. Да? Но она Сирен. не может до конца расслабиться, потому что тут ходят люди, и она для нее это все опасность. Тут ходят и люди, тут ходят и собаки, очень много собак. Батуми — это вообще город собак. Ну вот. Зато она у себя дома. Вот это хоть и бездомная кошка официально, но у нее есть свой дом. Вот здесь она живет, у нее там целый подвал. Поэтому она живет очень хорошо. За ней присматривают. Кроме нас, эту кошку навещают еще другие волонтеры. Женщину, которую мы знаем, еще парочка волонтеров, которые, кстати, ее стерилизовали. И еще другие люди, которые проходят, видят кошку и кладут что-то покушать ей. Поэтому у нее всегда есть что поесть. Влажный корм, хороший, специализированный для кошек. Вот. И вода всегда есть. Так что она очень хорошо живет. Находится на улице Гаргасали. Кому интересно, приходите. Сейчас я покажу. Это вот адрес. Вахтанг Гаргасали 102. И вот здесь, в своих окошках, она живет. Вот она сама прям. Прям вообще Да. ласковая. Если вам интересно еще побольше об этой кошке узнать, напишите в комментарии, поставьте лайк. Я вам расскажу, потому что есть что рассказать. Например, как росли ее дети, как мы их практически спасли от смерти, от голодной. Там вышла такая неприятная одна ситуация. Но в итоге все хорошо с ними. Вот смотрите, что она делает. О, зачем она так делает? Кувыркается на земле, на асфальте. Кто знает, напишите в комментарии. У нас есть такая теория, что она запах от рук Аделины, которую она только что гладила, пытается убрать его и смешать с пылью, с землей, чтобы от нее не пахло человеком. Но это одна из теорий. Да, учитывая, что это дикая кошка, и ранее до нее люди вообще не дотрагивались, то есть на ней не было посторонних запахов, тем более таких сильных, как запах человека. И как только мы начали понемногу ее гладить, вот регулярно она делает вот так после этого. А я тебя опять поглажу. Да, опять тебя будем гладить. Да, эту кошку, наверное, я думаю, что точно погладили мы первый раз. Никому не удавалось, кому мы спрашивали. Например, женщина, которая постоянно ее кормит, даже еще дольше нас она ее кормила, начала кормить. И нет, даже подойти к ней не может, она отпрыгивает. Хотя узнает и всегда при встрече прям бежит и кричит. Так что вот, звездная кошечка, которую уже многие знают по моим коротким видео. Кому интересно, на канале очень много видео про нее. Вот так и живем. А еще, когда ее покормишь, она долгое время не уходит к себе. Она просто здесь вот так сидит. И чтобы мы рядом с ней были. Просто в компании. Так что не только собакам нужна компания, но еще и, оказывается, кошечкам. Да? Она всегда на чеку. Здесь люди, прохожие. В общем, весело тебе. Вот так вот. Если вам интересен такой формат, ставьте лайк, пишите в комментарии, чего еще не хватает. Я вам могу рассказать вообще все про Батуми, насколько я знаю, про уличных животных Батуми, про собак здесь. Вот столько собак, очень много.
И очень много, кстати, известных собак, знаменитых, у которых даже есть своя именная будка и метка на Google картах. Если вы знаете, о ком я, напишите.